Доброго времени суток, друзья! В этом видео мы продемонстрируем сам процесс производства архитектурных фасадных элементов, используя для этого станок для линейной протяжки заготовок из пенополистирола. Эти заготовки мы также производим на своем оборудовании. Используем станок ЧПУ для резки пенополистирола. Сам процесс подготовки и производства не требует особых навыков. Нужно только понимать технологию и какой материал используешь. Подготавливаем полимерное покрытие. Заполняем бункер раствором. В данном месте производства происходит демонстрация процесса. На основном же производстве дозированная подача с перемешиванием происходит в специальном бункере, который располагается над основным бункером станка. Надежная система прижима позволяет эффективно осуществлять подачу заготовки, не продавливая в ней канавок. Если делать излишне сильное прижатие, то на поверхности заготовки будут видны следы прижимных роликов. Казалось бы, ничего страшного, ведь поверхность закроется потом раствором. Но пенопласт имеет небольшую память, и после протяжки на следующий день вы увидите на изделии следы от прижимных роликов. Для производства панелей мы также вырезаем заготовку из пенополистирола. Сам процесс производства термопанелей подразумевает двойную протяжку. Первая – это межшовный слой, вторая – это непосредственно сама кладка. Цвет составов, понятно, может быть в любом соотношении. Для визуализации полета вашей мысли у нас на сайте для этого есть конструктор термопанелей, где можно изменять палитру цвета между швами и цветом самой кладки. При подготовке ко второй протяжке нужно использовать трафарет с имитацией кладки кирпича. Также подготавливаем раствор, используя необходимый пигмент для цвета. В данном случае мы изготавливаем полугладкую поверхность. С помощью фактурного валика можно делать различные типы поверхностей, а также, используя различные степени густоты раствора и количество его в бункере, можно получать различную фактуру. Также можно регулировать толщину покрытия.
В следующих видео мы покажем процесс производства облицовочного материала без основы из пенополистирола с использованием армирующей сетки по принципу гибкого камня, но по другой технологии производства. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале.